Приветствую вас на канале Wow Nails Design. Активные подписчицы проголосовали за осенний дизайн в новом видео, а я подумала, что бы хотела увидеть на своих ручках под тренд на шоколадные тона в одежде. И в этом видео у меня для вас эксклюзивчик осеннего дизайна, бронза и градиент. Такого сочетания еще точно не было. В прошлом видео показывала наращивание на верхней формы с чистой отпечаткой у кутикулы. В этом хочу показать коррекцию теми же формами и запилю поострее. Моим ноготкам уже 2,5 недели. Можно было бы, конечно, еще ходить и ходить. Спиливать дико просто жалко. Но в очереди уже несколько залипательных дизайнов, которыми я очень хотела с вами поделиться. Итак, приступим. Твердосплавной фрезой спиливаю предыдущий материал. Спиливать буду практически до подложки, потому что у меня вот этот дизайн достаточно глубоко, он как аквариумный такой получился. Если бы были однотонные, можно было прям по поверхности чуть-чуть только попилить. Но так как блестки, глубокий такой дизайн, практически до подложки спиливаю, смахиваю пыль, пушером пододвигаю, приподнимаю кутикулу. Спиливая, ногти я не выровняла, потому что дизайн предыдущий, вот эти золотые элементы, были на разной глубине, и, соответственно, вот в этих местах немножко остались такие вмятины. Выровняла насколько смогла, и теперь алмазной фрезой пламя выпиливаю птериги из-под кутикулы и пазух боковых валиков. Прохожусь сначала на форварде в одну сторону, обрабатывая все пальчики, затем переключаю аппарат на реверс и повторяю все те же самые движения, только уже в другую сторону. Обработав все пальчики, тщательно смахиваю остатки пыли и ножничками для кутикулы убираю ее. После этого я очень редко что-то подшлифовываю, либо это делаю уже в конце, если это необходимо. Выполнив маникюр, тщательно все ноготки салфеткой смоченной в обезжиривателе прохожусь, вычищаю всю пыль, везде хорошенько прям ногтем подлазию во все пазухи. И подготовила уже формы, подобрала их по размерам. Для коррекции я беру ровно на один размер формы поменьше. Можете пересмотреть прошлое видео, наращивала, там номерки будут ровно на единичку больше. Подготавливаю ногтевую пластину, бескислотным праймером промазываю натуральный ноготь и затем наношу базу кистью из флакона, а овальной кистью хорошо промазываю и распределяю базу по ногтю. Отправляю в лампу, просушиваю 1 минуту и выкладываю в форму нюдовый гель тем же, что и наращивала до этого. На большой палец форму я уже установила на ноготок за камерой. В коррекцию геля выкладываю раза в 3 меньше, чем на наращивание. Прям буквально полмиллиметра, миллиметрик. Не так, чтобы прям это совсем прозрачный был слой, но и достаточно тонкий. В зоне у кутикулы, так же как и при наращивании, не докладываем гель, буквально 1,5–2 мм. Там должно остаться пусто. Вот этот вот полукруг, синус и сама полукруг кутикулы, изгиб этот, должен остаться 1,5 мм пустой. Тонкой кистью могут доработать, чтобы более-менее равномерно гель. Когда начну устанавливать, он, конечно, распределится, но все равно, чтобы не было каких-то сильных проплешин. Вот так вот это выглядит. Форму не просушиваю, это жидкий гель, мы его не сушим. Заранее подготавливаю форму и выкладываю на такую черную крышечку. И приступаем к самому интересному. Устанавливаем форму. Начинаем ее укладывать от кутикул и к свободному краю. После того, как форма уже легла хорошо на ноготок, у кутикулы как бы дожимаю, додавливаю этот гель до кутикулы. И быстренько подношу под фонарик. До 10 считаю. В зоне кутикулы гель и форма фиксируются. После этого, если необходимо, я вот как всегда лишканула геля, вылезла у меня по длине, убираю это все апельсиновой палочкой. Если необходимо, тонкой кистью дорабатываю где-то боковые стенки. И точно так же повторяем со всеми последующими ноготками. Представляем форму, дожимаем, додавливаем у кутикулы. В коррекцию, мне кажется, это все-таки попроще, потому что уже есть какое-то направление задано ноготков. Единственное, мы здесь уже можем немножко корректировать, потому что ногти при отрастании могут куда-то уходить в бок. Мы это видим заранее, когда спиливаем материал, подпиливаем в нужную сторону. И когда устанавливаем форму, чуть-чуть можем тоже это скорректировать, наклонив в ту или иную сторону саму форму. Тем временем я уже установила форму на указательный ноготок, зафиксировала.
Слева у боковой стеночки у меня оказался такой пробел. Тонкой кистью я его дорабатываю, заполняю. И отправляем все наши ноготки на окончательную просушку. Просушиваем 120 секунд. Не знаю, но пока это прям one love. Влюбилась я в эти формы. Отщелкиваю, снимаю формы. Самый приятный вот этот момент. Практически не нужно пилить и по бокам боковые стеночки. Буквально там пилочкой чуть пройтись. И то, если еще лучше, чище выкладывать формы, ногти реально получаются идеальные. На среднем ноготке с левой стороны стенка у меня пустовата, но я это специально не буду делать, никак закрывать, перекрывать, и форму я специально не брала еще больше, чтобы все хорошо было закрыто. Палец у меня сильно кривит, поэтому с этой стороны у меня всегда пустовато. Далее буду делать градиент, он будет на акриловой пудре, и все это будет хорошо носиться. Тщательно обезжирила той же твердосплавной фрезой, что и спиливала предыдущий материал. Подпиливаю свободный край, выравниваю по длине ноготки. Средний у меня где-то миллиметра на 1,5 длиннее, чем указательный и безымянный. Керамической фрезой игла выпиливаю и бортик, который у меня остался, все-таки при отрастании появился после наращивания, и немножко выровняла стенки. Тщательно смахиваю, убираю пыль. И пилкой 150 грит выравниваю свободный край, подпиливаю по форме. В этот раз я сделаю их такие остренькие. Нам с клиентками очень понравилась эта форма. Ноготочки смотрятся очень красивые, при том, что достаточно длинные, еще и острые, но очень аккуратно. Подпилив свободный край, придав форму всем ноготкам. Вот такая вот красота у нас получается. Изнанка, ну ее и пилила. Пильная она всегда будет чистая. Все равно форма очень красивая и аккуратная получается. Обезжириваю ноготки, тщательно опять подгладив во все пазухи. И будем выполнять градиент гель-лаками. На палитру наставляем мятный, такой цвет шоколадного крема с теплым тоном, и темно-коричневого шоколадного. Использовать буду вот такую вот художественную кисть для рисования, круглая, колонок, двоечка. Просто смешно бюджетная кисть, раз в 5-10 дешевле раскрученных нейл брендов. Моей этой кисти больше 3 лет точно. Наносим на ноготь сначала мятный гель-лак, начинаем у кутикулы, затем вдоль правого бокового валика и постепенно такими плавными поглаживающими движениями, как будто мы гладим ноготок, двигаемся справа налево. Затем кисть я обтираю об салфетку смоченную в обезжиривателе, чтобы набрать следующий цвет. Набираю светло-коричневый и прокрашиваю им рядом с мятным. Начинаю слева направо, буквально пару-тройку миллиметров я отступила от левого бокового валика и как бы надвигаясь слева направо на мятный этот цвет, поглаживающими движениями наношу светло-коричневый. Таким образом, сам собой получается плавный градиент. С кистью со светло-коричневым я как бы глажу слева направо и захожу в мятный, и цвета сами перемешиваются. Очень важно, чтобы движения были мягкие, не давить сильно на кисть, и плотные гель-лаки. Если они будут прозрачными, то градиент будет получаться менее насыщенный, менее плотный. Точно так же нанесла коричневый вдоль левого бокового валика. Вот что у нас получилось уже на данном этапе. И на этот непросушенный гель-лак посыпаем прозрачную мелкую акриловую пудру. Прям хорошо, обильно просыпаем, стучим по ручке, по пальчикам, чтобы излишки пудры осыпались. И отправляем в лампу, просушиваем 1 минуту. Далее жесткой щеточкой тщательно очищаем от остатков пудры и дублируем слой градиента. По акриловой пудре он ложится еще проще, он прям буквально в 2-3 движения сам распределяется, растекается, и цвета перемешиваются между собой. Достаточно иметь более-менее плотные гель-лаки, не прям чтобы это жижа какая-то была, и плавными движениями. Кисть, как видите, может быть прям просто куплена в констоварах для рисования. Колонок, двоечка, круглая кисть. Можно убыстрить, упростить градиент этот, сделав подложку какую-нибудь нейтральную, молочную или бежевую, посыпать ее акриловой пудрой, то есть не делать подложку градиентной, а сделать ее бежевой. Просыпать акриловой пудрой, засушить и просто по этому бежевому нейтральному цвету уже наносить мятный, коричневый, но не будет настолько насыщенный. Чуть менее насыщенный получится градиент. Если этим пожертвовать, то градиент получится еще быстрее и проще. Итак, наш градиент готов. Просушиваем его 1 минуту.
И далее будем выполнять стемпинг. Использовать буду вот такую вот пластину. Именно эту пластину я не нашла. Я ее заказывала очень давно на AliExpress, но что-то похожее точно есть на наших маркетплейсах, и может даже и на Али можно найти. Точно видела вот такие скелетированные листики. Их можно наискосочек как-то отпечатывать, тоже очень красиво получается. У совсем давних моих подписчиков, кто лет 5 на меня подписан, наверняка будет эта пластина. Она участвовала в хитовом дизайне «Золотая осень». Остальные скриним экран, фото этой пластины, и на Вальбрис и Яндекс.Маркет точно вам выдаст что-то похожее. Тем временем такое шампанское золото, лак для стемпинга, я нанесла на пластину, перенесла на штамп и уже переношу на ноготок. Этот скелетированный листик я переношу вдоль кутикулы таким вот уголочком. У кого будет другая пластина, главное, чтобы вот этот скелетик листа перенести вот таким уголком вдоль кутикулы. Очищаю штамп об ролик и пластину жидкостью для стемпинга протираю хорошо. Опять наношу этот же лак для стемпинга. Красивое такое холодное благородное золото. Переношу на штамп, скрапером убираю лишние фрагменты рисунков узора. И второй листик отпечатываю на кончик ногтя, немножко так неровно, наискосок. Можно и прямо, получается очень красиво. Просто на среднем ноготке я там стразики у кутикулы буду клеить, а на этом решила листики осенние добавить. Эффектнее всего смотрятся вот такие пятиконечные листики. Они как-то более четче, что ли, смотрятся. Они как-то более четко, что ли, смотрятся. Кленовые не так, потому что там, если прорисовать прожилки, только тогда они будут хорошо смотреться. Поэтому вот такие вот пятилистовые листики, они лучше, эффектнее всего смотрятся. Отпечатала на ноготок. Кожу, где испачкала, вытираю салфеткой, смоченной жидкостью для стемпинга. Тем временем лак для стемпинга хорошо просох, и я перекрываю топом. Я решила перекрыть матовым топом с такими мелкими и редкими золотистыми блесточками. Полюбуемся, как он выглядит в глянцевом исполнении. Кому-то может понравиться и так больше. Просушила половину времени, чтобы зафиксировать, и сравним, как же он выглядит в матовом исполнении. Таким же топом перекрываю и ноготок на среднем пальце. Далее эти ноготки я еще дополню дизайном, поэтому просушиваю не до конца, половину времени. На палитру наставила глянцевый тон без липкого слоя. И тонкой кистью прорисовываю вот этот листик, как бы обвожу его, закрашиваю его внутри. Не обязательно четко по контуру это все вырисовывать. Быстро и достаточно ровно получается, если нанести сначала как бы по центру вот эти линии и затем их как бы немножко расширить. Не обязательно это делать супер ровно. Фиксируем промежуточно несколько секунд в лампе, чтобы этот топ никуда не скатывался, не расползался. Им же либо топом погуще. Наставляем капли, как будто росинки такие. Можем их продублировать, если топ достаточно жидкий, у меня жидкий топ. Можем их продублировать для объема. У листика я все же нанесла еще такие тонкие линии прожилки. Все это просушиваем 1 минуту и далее будем втирать, вглаживать втирку. На одной стороне аппликатора у нас будет медная втирка, а на другой серебристая. И я начинаю вглаживать, и такое очень часто случается с топами. Не нужно подбирать топы, не нужно подбирать время, сколько их сушить. Просто протираем этот топ салфеточкой, смоченной в обезжиривателе или в спирте, в антисептике. И после этого все отлично, идеально вглаживается, втирается любая втирка в любой глянцевый топ без липкого слоя. По центру у меня медная втирка по центру этого листика, а по кончикам, по краям серебристая. Мягкой кистью для макияжа или для рисования смахиваем остатки втирки. И тонкой кистью, тем же самым глянцевым топом закрепим нашу втирку, прокрасим этот листик. Здесь не боремся за четкие ровные границы. По-быстренькому это все прокрасили. У нас внизу стемпинг, границы все равно будут визуально четкими. На палитру наставила такой тягучий, густой глянцевый топ без липкого слоя. Использовать буду стразы такого тоже бежевого цвета и серебристые бульонки. Тонкой кистью наношу топ вдоль кутикулы на среднем пальчике ноготке. Буквально 2-3 мм. У меня здесь 3 стразика будет. Один побольше и 2 поменьше. Безымянный ноготок забыла вытереть. После хорошей просушки вытираем от остатков втирки.
И вот такой вот красивый металлический какой-то элемент у нас получился. И он у нас будет в тон соседних ногтей. Здесь можно, конечно, использовать и слайдеры покупные, тоже такие фольгированные, но они такого желтоватого какого-то золота. А здесь нам нужен бронза, медь, серебро. Слайдеры такие не найдешь. Итак, я топ густой также нанесла и вокруг этого листика с одной и с другой стороны. Там тоже поставлю по паре стразиков. Специально таким дотсом для страз устанавливаю стразы покрупнее в самый центр у кутикулы и по бокам совсем малюсенькие. Бульонки обваливаю в глянцевом топе без липкого слоя, но не в этом густом, на который ставила стразы, а пожиже. И расставляю их между страз. Это будет своего рода такая оправа, так стразы лучше всего носятся. Вокруг листика у меня по одному стразику, чтобы они хорошо носились, держались. Вокруг них поставлю 3 бульонки. Фиксирую промежуточно в лампе и тонкой кистью топом промазываю между страз и вокруг, чтобы точно все доносилось до следующей коррекции. Получилась монолитная конструкция. Промежуточно просушиваю и далее наношу топ без липкого слоя глянцевый на все остальные ноготки. У меня он телесного цвета, но это совершенно не обязательно. Можно и прозрачный, я решила на нем. Мне нравится, как на него ложится втирочка. Промежуточно просушиваем так, чтобы по нему можно было рисовать. Не нужно его просушивать хорошо и до конца, потому что мы еще продолжим дизайн, и по итогу у нас уже все это просохнет. Я буду использовать такой вот плотный тоже гель. Гель без липкого слоя для объемных дизайнов. Он хорошо стоит на месте, его можно вот такими вот тонкими линиями нанести на все ногти. Он совершенно никуда не сползет. Можно любые объемные элементы им наносить. И он без липкого слоя, в него хорошо втирается втирка. Прорисовав таким образом вертикальные линии по миллиметру толщиной и между ними тоже миллиметр. Просушиваем их 60 секунд и далее будем вглаживать втирку. С левой стороны у нас будет медная такая рыжеватая втирка. От бокового валика и к центру наносим ее. Сначала прям насыщенно, чтобы у нас было на аппликаторе, а затем к центру мы ее как бы растираем. Таким образом она поплавнее ляжет в центре. У нас аппликатор как раз двухсторонний. С одной стороны у нас будет медная рыжая втирка, а с другой серебристая. Меняем сторону аппликатора и наносим серебряную втирку. Также от бокового валика сбоку и продвигаясь к центру. Таким образом у нас сам собой получается плавный градиент из этих втирочек. Он плавно будет переходить от медного цвета рыжего в серебро. И что-то по центру получается бронза или что-то. Для стопроцентной носибельности мягкой пилочкой подпиливаем торцы. Мягкой кистью смахиваем остатки пыли и втирки. Промазываем бескислотным праймером и жидкой какой-нибудь тоненькой базой. На острых ногтях особенно уделяем внимание вот этим острым кончикам. Промазываем их хорошо базой. Фиксируем 10 секунд в лампе и затем перекрываем топом. У меня это достаточно жидкий топ, глянцевый, без липкого слоя. Окончательно хорошо просушиваем наши ноготки от минуты до 120 секунд. Лучше подольше, так топ долго сохраняет свой блеск и более стойкий к царапинам. Я нанесла пену, очищаю, протираю ноготки. И наш вау-маникюр осенний готов. Что скажете, как вам такое сочетание? Мое желание было маникюра, чтобы он подходил под все тона коричневый и в то же время не был мрачным. Здесь присутствует вот этот коричневый темный, он достаточно мрачный, но золотом и серебром мы придали ему такой вот роскоши, а мятным цветом мы его облегчили и сделали свежее. Заметили, что в дизайне присутствуют под металл объемные элементы, но они не смотрятся тяжело. Наоборот, ногти смотрятся достаточно изящно и легко, нежно и в то же время роскошно и презентабельно. Итак, я надеюсь, это видео вам понравилось и было полезным. И до новых видео, жду ваших комментариев и пожеланий. До новых встреч!